Санкт-Петербурге полным ходом идет чемпионат Европы по футболу. Я вам могу сказать, движняк здесь нехилый. Но, несмотря на то, что это происходит только в Санкт-Петербурге, в других городах лето никто не отменял. Люди перемещаются, круто себя чувствуют, шашлыки-машлыки и заказывают такси, что... Это значит, пора устраиваться на работу в такси. Приглашаем вас в наш парк Такси Хайп. Мало того, что мы сертифицированный парк, у нас реально моментальные выплаты. Не псевдомоментальные выплаты, сутки, двое, подождите и так далее. У нас заказал и сразу пришло. Это очень важно, потому что другие только обещают, а мы реально предоставляем эту услугу. Можете проверить очень легко. Подключаетесь к нам, откатали пару поездок, вывели, убедились и продолжили работать. Welcome все к нам, мы вас сделаем что? Богатыми. Удачи! Приехал на встречу с девушкой, которую не видел год. Ровно год мы не общались. Не созванивались, ни каким-то образом не контактировали. Это как бы превьюшка. Вот. А зачем я с ней встретился, вы узнаете сейчас в процессе. И, соответственно, будут обязательно ссылки на прошлогодние ролики с ней, чтобы вы понимали, какая там была предыстория. Так что сейчас дождемся ее и понесется. Привет. Сколько лет, сколько зим. Привет. Очень рад тебя видеть. Я тебя так как рада видеть. Неожиданно. Но я тебе могу так сказать, что если бы ты мне год спустя позвонила бы, да? Ну. Я бы удивился. Я просто матом не буду говорить, да, но я бы удивился реально. То есть... Блин, просто я, знаешь, еще потом долгое время, как бы каждый день, мне кажется, ждала звонка, и только когда женщина перестает ждать звонка, как бы все происходит. Называется просто вот расхоти, и как бы вот оно на пороге. Я понимаю, о чем ты говоришь. У меня в жизни такое тоже происходило и не раз. Ну, а как ты? Я нормально. Ну, вообще, у меня сейчас и на личном началось клеиться. А, да ладно. Да, и... Ну, вот пандемия была. Ну. Я зарегистрировала себе Tinder. Так. Вот, и познакомилась с мужчиной своей мечты. На самом деле, я искренне за тебя рад. Ты же знаешь прекрасно мою ситуацию, и почему мы в прошлый раз с тобой, так скажем, у нас чего-то там не получилось, вот, поэтому я очень искренне за тебя рад, ты молодец. Но я здесь, на самом деле, ты молодец, что обозначилась, но я здесь не за этим. Я здесь не по этому вопросу. А зачем? Сейчас скажу тебе. На самом деле, смотри, я... Ты так стеснился вот на днях, прикинь. Да ладно. Сон в руку? Я просто замуж, ну, как бы мне сделали предложение. А, да ладно. Да, не порть, типа, себе жизнь, и да. Я такое мог сказать? Вот я негодяй, еще во сне. Нет, чтобы в лицо. Еще и во сне такое сказать. Ты еще в каких-то, у тебя такие были трусы в горошек. Я думаю, господи. Трусы в горошек? Мало того, что я говорил какую-то чушь, я еще и выглядел как чушь. Короче, не знаю, к чему этот сон. Не знаю. Горох к еде, наверное. Не знаю, к гороховому супу, может быть. Не могу тебе сказать, к чему этот сон. Слушай, но ты, на самом деле, я очень рад, и в прошлый раз я тебе говорил, что ты такая прям, ну, лучезарная девушка очень. И ты постоянно на позитиве, это очень хорошо. Но я к тебе, смотри, с каким вопросом. Я сразу забегу немножко вперед. Я все прекрасно понимаю. Год ты человека не видела, мы с тобой там не лучшие друзья, не родственники, никто. И я так сразу тебе с таким вопросом, я тебе объясню. Ты у меня не в первой даже десятке по списку. То есть я к тебе обратился не к первой, не второй, не к третьей, там, и даже не к 20-й. У меня ситуация возникла нехорошая. Вот. Я залип на бабки очень сильно. Не могу тебе рассказать и не хочу тебя впутывать в эту историю. Там, вот не хочу.
Я залип на бабки, и мне нужна очень большая сумма денег, прям реально очень большая. И я понимаю, что там у одного, там, двух человек я не могу, не смог ее взять. И я беру частями у своих всех знакомых, которых я могу просто попросить, потому что они мои знакомые. И сейчас вот в списке я подошел уже, ну, понимаешь, да, уже, так скажем, к краю списка и позвонил тебе. Я понимаю прекрасно, что, как я уже сказал, я тебе там не близкий человек, и все же мне нужно еще 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Мне нужна эта сотка. И, соответственно, если ты можешь мне помочь, то помоги. Если нет, я уже говорю, я все прекрасно пойму, потому что, ну, во-первых, это не очень красиво, да, там год не видеться и вдруг там прилететь деньги просить, и еще не рассказать, зачем, да, эти деньги нужны. Но все же, вот, ну, просто задаю тебе вопрос, да, нет, собственно говоря, вот так. Я понимаю, ты можешь даже не ломать голову, ты понимаешь прекрасно, что если бы ты ко мне обратилась, я тоже бы не знаю, как я бы поступил, понимаешь? Там год не виделись, да, и ты бы ко мне с этим вопросом. Хорошо бы, чтобы никогда таких моментов ни у кого не возникало, но есть ситуация, я понимаю, что это, ну, некрасиво, там, не камильфо, ну, вот есть такая потребность, поэтому сможешь, если вдруг помочь мне, то я буду очень сильно тебе признателен. Жень, мне надо обговорить. Просто мы сейчас собираем, ну, денежки на свадьбу. Угу. А когда у вас свадьба? В августе у нас будет свадьба. А когда ты смог? Месяц. Подать? На месяц? Да. Ну, то есть, получается, в середине июля я тебе верну деньги. Я понимаю, что тебе здесь еще нужно мне поверить в этом плане, да? То есть не просто найти возможность дать деньги, да, а еще и поверить мне. Ань, я реально понимаю прекрасно. Я реально прекрасно понимаю. Поэтому я тебя еще раз говорю, я, ну, не... Во мне ничего не шелохнется негативного, если ты скажешь, чувак, извини, ну, как бы, ну, блин, скорее всего, нет. Мне надо с Максимом посоветоваться сейчас. Ну, как бы мне ему и ситуацию, по идее, нужно рассказать. Понимаешь, мы же как бы тоже откладываем. И там, как бы, в принципе, это мои деньги, но поскольку, как бы, меня сейчас спросят, ну, типа, куда? Да, я понимаю тебя прекрасно. Я понимаю. В принципе, я была бы очень рада, как бы, тебе помочь, потому что мне до августа, в принципе, они, как бы, и не нужны, да, так-то, по большому счету. Да. Типа, ну, как бы, у тебя такая ситуация, а мне они, в принципе, до августа не нужны, но мне просто с Максимом нужно просто ему обозначить, что вот я... Ну, давай я скажу, что я подружки, ну, как бы, потому что будет непонятно, как бы он начнет спрашивать, что за друг, что там, типа, за... То, что ты скажешь своему мужчине, то и скажешь. Дело в том, что, пойми, он не подойдет ко мне на улице, будете выезжать? А он не подойдет ко мне на улице и не спросит: ты, Женя, куда дела деньги, моя Аня? То есть, ну, просто... ты мне рассказываешь, я понимаю прекрасно, да, что ты, ну, там, тебе нужно будет что-то сказать, явно не то, о чем ты сейчас... то, о чем ты сейчас слышишь, я понимаю прекрасно. Да, поэтому ты смотри сама. Хочешь, можешь позвонить, выйти там ему, если там как-то мне неудобно там с ним пообщаться или как. Потому что главное, чтобы у тебя тоже-то проблем не было, пойми меня правильно. Я-то вот свалился хрен с горы такой, да? Вот, и деньги прошу. Давай, да, можно я сейчас там 2 минутки? Да, конечно, да? Конечно, давай. Я подожду. Тебе на карту надо перечислить? Ну, если у тебя на карте, давай на карту кинешь, да, и все. Давай, сейчас тогда я. Вот такая вот история, друзья. Проверим, посмотрим, все ли барышни меркантильные сучки или есть порядочные и готовые помочь даже в такой ситуации. Представляете? Год человека не видел, он звонит, разговаривает. Посмотрим. Красивый у тебя кепка. Спасибо. Цвет огонь. Цвет огня, я бы сказал даже. Ну, я, видишь,
вся в разном. Почти как ты в моем сне пришел. Так, Женя, мы перечисляем. Да что ты говоришь? Денег. Серьезно? Да. У тебя точно не будет проблем? Слушай, я переживала вообще капец как. Очень сильно. Так. И, нормально. Я сказала просто, что там в серьезные ситуации там девушка попала. И нужно выручить. Если бы мои деньги были, я бы даже на секунду бы не задумалась. Там, когда смог бы, тогда и отдал. Мне это вообще, знаешь. Я прекрасно понимаю, что они общие, и тебе приходится искать возможности. Понимаю, на самом деле, я честно тебе могу сказать, я больше не рассчитывал, чем рассчитывал. И поэтому то, что ты сейчас для меня делаешь, это просто, ты даже не представляешь. Мне очень трудно это сказать словами, но я обязательно выражу это каким-то другим способом и обязательно тебя отблагодарю. Господи, Жень, мне даже так. По номеру телефона. Давай. Нет, который у тебя, к этому номеру привязана карта. Давай. Так что, знаешь, даже мне это приятно сделать, потому что... Почему? Потому что, во-первых, у нас они лежат, а тебе они помогут. И непонятно там в какой ситуации, там, знаешь, и я, может быть, когда-то буду, может быть, когда-то там ты мне сможешь помочь. Просто, люди должны друг друга поддерживать, и это как цепная реакция. Сердца людей становятся теплее. Ничего себе. Блин, Один начал, это как, знаешь, как перекидывать шарик. Один начал эту игру, и все, просто нужно не останавливаться. Не останавливаться. Так, перевести. Готовы, да? Да, пришли. Угу. Это просто что-то, я тебе могу сказать, просто невероятное. Я тебе могу сказать, что мне даже очень близкие люди, они не все были готовы помочь мне. Я не говорю уже про девушек, с которыми у меня ничего не было, но в другой жизни или в параллельной какой-то, возможно, могло бы быть. Спасибо тебе большое. Ты знаешь, ты меня, правда, очень выручила. Тебе, наверное, наверху уже крылья подрисовывают. Да? Я очень хочу, чтобы... Я не хочу, чтобы у тебя проблем было из-за меня. Спасибо тебе большое. Можно я тебя обниму? Можно. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Мне спасибо за то, что я просто есть со своими проблемами. Потому что ты помог мне сделать доброе дело. Это Оша, по-моему, Оша, что спасибо должен говорить не тот, кому помог, а не тот, кому помогли, а тот, кто помог. За возможность. Ты знаешь, что я тебе сейчас скажу? Что если бы была красная книга исчезающих типов женщин, то ты бы была там под номером 1. Возможно, ты была бы там единственная и неповторимая, потому что такой, как ты, я думаю, что я уже бы и не найду. У меня в окружении очень много людей, которые вообще 100 раз меня выручали, и похуже были ситуации, поэтому я вообще даже в этом плане не думаю, что это какое-то там... В любом случае, не знаю, где эта тонкая грань между благодарностью и лизанием жопы. Прости за мой романтик. Но я тебе, правда, очень благодарен. Спасибо тебе. Спасибо, Женя. Ну что, друзья мои, вы можете сказать, что ты выбрал, может быть, не ту девушку, может быть, надо было другую. Но поверьте мне, я пройдусь по всем своим знакомым мадмуазелям, чтобы найти еще пару вот таких вот честных, порядочных и по-настоящему добрых, отзывчивых. Я не знаю, сколько там еще можно комплиментов наговорить и характеристик дать.
ну, блин, вы сами все видели. Это люди, которые вот готовы... Даже я не могу сказать, такой я человек или нет. То есть я, ну, наверное, зависит от ситуации. Если у меня есть возможность, да, ну, наверное, я помогу. Если возможности нет, то там специально рвать задницу, искать, там, брать на себя кредиты, ну, наверное, нет. А вот она, возможно, если бы я там, ну, блин, еще побольше бы в слезах потопил ее, возможно, она бы как раз взяла кредит на себя, чтобы помочь мне. Понятное дело, что я эти деньги там завтра ей верну, скажу, что все нормально, у меня все получилось, спасибо, не нужно. Обязательно приобрету, наверное, букет цветов вот для нее. Потому что такие девушки встречаются крайне редко. Вот прям реально крайне редко. Крайне редко. Не будь я женат, конечно же, я еще год назад обязательно бы попробовал. Но я женат. Заметьте, не говорю там, к сожалению. У меня все в порядке. Вы часто меня спрашиваете, как, типа, почему я вот такими вот съемочками занимаюсь, как жена на это реагирует. Друзья мои, да нормально реагирует. Если в семье все хорошо, вот, то никто никому мозг выкручивать не будет. Ладно, жду комменты. У кого есть такие вот, я не знаю, как назвать, готовые на всепожертвования женщины, не меркантильные, потому что мне они попадаются крайне редко. Сами видели в последнее время одни жадные твари вокруг, готовые тебя за копейку просто тебе загрызть просто наглухо. И тут, да, год не видел, дай сотку, ну, да, конечно, я все понимаю. Вот так вот. Нехорошо, конечно, что ей пришлось обмануть своего мужа, да, вы сейчас можете написать, что, блин, какая же она, типа, хорошая, если она мужа своего обманывает. Но давайте говорить прямо, есть еще такой термин, как ложь во спасение, да. Ну, каждый сам принимает решение. Она приняла вот такое, за что я ей искренне благодарен. И я понимаю, что как бы, ну, вот она просто мега женщина. Пишите, что думаете, пишите.